В один прекрасный весенний день по поселку разнеслась удивительная весть о том, что жители встретили белого медведя. Каким чудом он оказался в этой местности? Настоящая загадка. Полярные хищники обитают в Арктике, но этот громадный зверь как-то умудрился телепортироваться к Охотскому морю. На самом деле приключения этого белого медведя тянут на отдельный рассказ. Сложно даже представить, сколько препятствий ему пришлось преодолеть, чтобы добраться сюда. А история была такова: полярный хищник отправился на охоту за своей очередной добычей. Животное хотело полакомиться жирной рыбкой, поэтому испытывало свою удачу возле воды. Поначалу медведь осторожничал на хрупком льду, а потом так увлекся рыбалкой, что отколол своим весом кусок ледяной глыбы. Животному не хотелось окунаться в ледяную воду. Медведь надеялся встретить какой-нибудь участок суши, но его продолжало стремительно уносить по течению. Полярный зверь был еще совсем молодым, и отсутствие большого жизненного опыта сказалось на его бездействии. Вместо возвращения в родные места. Молодой самец проделал долгий путь. Так он очутился в другом регионе. Никто не может знать наверняка, сколько времени было потрачено на это незабываемое странствие. Вполне вероятно, что медведь мог доплыть до островов всего за несколько дней, но это лишь предположение. И если холод не сильно мешал полярному хищнику, то чувство голода уже не знало границ. Как только медведь ступил на долгожданную сушу, он принялся искать что-нибудь съедобное. Но деревня оказалась не лучшим местом для кормежки такого экзотического зверя. Кроме того, в поселке жили люди, и они издавали незнакомые звуки, которые отпугивали медведя. Хищник побаивался местного населения, поэтому держался подальше от жилых домов. А голод тем временем крепчал и крепчал. Незваному гостю пришлось изменить свое решение, и медведь направился в поселок. На его пути встретился небольшой домик, в котором проживала семья местного участкового. Но полакомиться во дворе было нечем. Вскоре медведь улегся прямо на землю, чтобы восстановить силы. В какой-то момент он был замечен помощником полицейского. Парень пришел по работе к старшему по званию и обнаружил в его дворе необычного гостя. Поначалу он очень испугался, но потом взял себя в руки и доложил обстановку начальству. После нескольких телефонных звонков во дворе появилось еще несколько полицейских. Полярный медведь был громадным, даже в лежачем положении. Было страшно потревожить крупного хищника. Его габариты и острота когтей заставляли людей вести себя очень тихо. Полицейские пытались рассмотреть животное поближе, но каждый шаг давался им с большой осторожностью. Вскоре во дворе появились местные жители. Они тоже хотели поглазеть на полярного хищника. Когда еще им удастся увидеть обитателя Арктики вживую и настолько близко? Медведь продолжал спать, но вместе с тем издавал странные звуки, отдаленно напоминающие болезненный стон. Вскоре один из полицейских заметил неестественное положение лапы у спящего животного. Судя по всему, она была сильно повреждена. Люди не знали, как оказать помощь такому гигантскому животному, поэтому вышли на связь со специалистом. Представители охраны природы были удивлены известием о том, что в местной деревушке был обнаружен полярный медведь. Специалисты не стали тянуть со временем и мигом направились на место. Полицейским пришлось охранять медведя, а также следить за тем, чтобы он не покинул этот двор. Специалисты прибыли на место и долго совещались. Им даже пришлось совершить несколько звонков более опытным коллегам. В результате долгих переговоров был вынесен вердикт: белый медведь должен быть возвращен на свою малую родину. Понятное дело, случайный гость не мог справиться с этой задачей самостоятельно. Жители деревни вместе с приезжими экспертами стали размышлять на этот счет. Как же вернуть медведя в Арктику? Территории близ Охотского моря не могли стать достойным пристанищем для такого хищника. Ему было нужно другое место обитания. Один из представителей охраны природы заявил, что этот случай не первый в его практике. Периодически белых медведей уносят на льдинах. Смена климата и условия питания пагубно влияют на этих животных. Большинство из них погибают, так и не сумев адаптироваться к новым реалиям.
Жители поселка в один голос стали твердить о том, что этого нельзя допустить. Надо придумать способ, как доставить животное в его привычный ареал обитания. После долгих раздумий им пришла подходящая идея. К счастью, нашлись и другие добровольцы, которые согласились осуществить спасательную миссию. Местные чиновники позаботились о том, чтобы медведь был отправлен в Арктику по воздуху в специальной клетке. На организацию данного мероприятия ушло чуть больше недели, но спешка могла сорвать план. На самом деле сроки терпели, поэтому было важно продумать каждый шаг предстоящего полета. Специалисты приняли решение усыпить животные, чтобы снизить риски получения им серьезного стресса. Вскоре специальный борт отправился в судьбоносный рейс. Поначалу полет проходил самым обычным образом, но то, что случилось чуть позже, заставило изрядно понервничать всех членов экипажа. В какой-то момент медведь очнулся от снотворного и принялся раскачивать клетку. Пассажиры борта даже не понимали, за кого больше бояться — за себя или за животное. Такое неожиданное поведение хищника могло обернуться настоящей катастрофой для всех. Однако борт продолжал лететь без остановки. Динамика животного пошла на спад, и поводы для беспокойств постепенно исчезли. Теперь пассажиры переживали только о том, в каком состоянии пребывает животное. После успешной посадки специалисты принялись освобождать клетку. Полярный медведь, пусть и не сразу, уверенно вышел на заснеженную территорию и с превеликим удовольствием дышал арктическим воздухом. Для него это было долгожданным блаженством. Вскоре медведь начал набирать скорость и скрылся. Вот такая удивительная и трогательная история. Даже северные медведи могут заплутать и наткнуться на людей. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.